Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем канале. И сегодня у нас долгожданное видео, а именно мы поговорим про новую палетку от Наташи Денона I Need a Nude Palette. Конечно, я ее запаковала, поэтому мы с вами откроем, будто бы впервые на нее посмотрим. Но если вы подписаны на мои остальные социальные сети, то вы видели, что там уже и распаковочка была, и я какие-то даже там сводчики делала. Ну и, конечно же, я носила ее капитально так в жизни. Получается, примерно месяц назад или 3 недели назад был лонч. После этого, как палетка только приехала, все это время я ее тестировала, смотрела оттенки, как их лучше сочетать и на чем они лучше всего держатся. Такой спойлер, потому что у меня возникли небольшие проблемы в первый раз, когда я ею красилась. Но не будем забегать вперед. Если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь, пишите комментарии, были ли у вас вообще когда-нибудь палетки от Наташи Денона и что вы ждете от этого обзора. А я не затягиваю, поехали. Как я уже сказала, палетка, конечно же, уже была вскрыта, я ею пользовалась, но для того, чтобы нам было приятнее с ней знакомиться, я упаковала ее ровно так, как я ее получила. И мне кажется, это прекрасная возможность посмотреть, как вообще доставляют заказ с официального сайта, потому что я заказала ее напрямую. Кстати, ее стоимость, по-моему, $69, я применила промокод, и вообще прям получилось все потрясающе. И, соответственно, я думала, что каждый раз, когда первый раз, это такое волнение, ты думаешь, как же упакуют, потому что при Rare Beauty они прям круто упаковали, там много их там фирменного какой-то и бумажки, и они такую косметичку в виде мешочка положили, но ты всегда ждешь какие-то плюшки от магазина, и Наташа Денона достаточно консервативна в своих заказах, потому что вот все, что я получила. Но могу сказать, что несмотря на то, что там есть один очень рыхлый рефил, я когда открыла, подумала, что мне безумно повезло, что она приехала вообще в здравии, потому что немножечко так потрепала ее дорога, вот, но все равно все хорошо. Соответственно, вы открываете таким образом, и перед вами сразу оказывается палетка. Хорошо упаковали, то есть она не болтается по коробке, поэтому спасибо. Но хотелось бы какого-нибудь пробничка или чего-нибудь еще. Ну ладно, давайте поговорим уже о самой палетке. Соответственно, вот в таком виде она приезжает. Очень приятная такая софт-тач, какое-то покрытие. Здесь немножко глянец, да. Соответственно, это узор, который повторяется у нас на самой палетке. И здесь, как всегда, у нас описание, там ингредиенты, да, из чего состоят у нас каждый рефил и, соответственно, где они располагаются. Что приятно, здесь поработали над формулами, и деталька стала меньше. Поэтому, если для вас это важно, то имейте в виду. Соответственно, мы откроем и сейчас все это посмотрим. Если говорить про формулы в этой палетке и в целом какие тут комбинации используются, то есть то, что уже было в прошлых палетках, есть то, что повторяется и нам уже знакомо из года в год, и, конечно же, Наташа придумала для нас что-то новое. Здесь конкретно две новые формулы, которые только-только вот зародились в бренде, и, соответственно, если они нам понравятся, если будут положительные отклики, я думаю, что они еще долго продолжат свое существование и будут встречаться нам в дальнейших палетках. И, соответственно, здесь 3 рефила, которые у нас совершенно новые, они по-новому должны ощущаться, набираться и, соответственно, выглядеть на нашем веке. Это вот этот оттеночек, вот этот и оттеночек Делайла. Смотрите, если прочитать, как это все описывает сама Наташа, то оттеночек Mia, это вот этот розоватый оттеночек, это Sparkling Wet эффект. То есть это что-то блестящее, это что-то влажное, вот такое красиво переливающееся на нашем веке. Далее оттеночек Шин — это Glossy Wet эффект. Glossy, то есть это еще и такой блестящий, как блеск, да. И, соответственно, если говорить про Делайлу, то у нас Делайла — это опять Sparkling Wet эффект. Честно говоря, это игра слов, это маркетинг. Вы уж меня простите, я сама как пиарщик и маркетолог всегда с этого немножко так подустаю. Поэтому давайте, наверное, больше пройдемся по каким-то техническим характеристикам и посмотрим, как это вообще выглядит, да, что нам продают за этими красивыми названиями. Смотрите, мы сейчас посмотрим на саму палеточку и поговорим сразу о текстурах. Что я сразу могу сказать, что, насколько мне известно, многие увлекаются тем, что переставляют рефилы, да, в палетках Наташи. Это мне абсолютно не понравилось, так как здесь рефилы, они не окончательно закреплены для того, чтобы вы могли их переставлять, хотя, знаете, для меня в целом эта затея немножечко странная, потому что, ну, здесь название написано, да, и для чего нам это делать? Ну, в общем, я сразу заметила, что мне неудобно, когда я пальцем набираю, рефилы буквально, вот, да, вот, если показать,
они как будто бы вот двигаются в палетке, и это, ну, как-то не очень удобно. Особенно, если это очень нежный рефил. Тут есть такой один оттенок, который просто, ну, он очень сильно и пылит, и как-то разлагается на микрочастицы, в общем, я не знаю, и тут как-то немножко не очень удобно. Ну, соответственно, давайте поговорим уже про сами оттенки и как все это выглядит. Здесь у нас есть потрясающие матовые оттенки, и в целом, если говорить про концепцию палетки, то, я думаю, вы сами все поняли из названия и из всех промо-материалов. Это нюдовая палетка, которая подойдет вам буквально на каждый день для любого макияжа, и вечерний, и дневной, и, в общем, что вы только не придумаете. Если вам кажется, что она достаточно там розовата или красновата, то я принесла вам специально мои любимые палетки от Huda Beauty, потому что, ну, собственно, здесь сразу вы поймете, в чем у нас разница. Например, вот посмотрим на розовую, чтобы сразу отбить у вас все желания называть ее не нюдовой. Вот у нас роз-кварц, и вы видите, насколько рефилы в сравнении, даже вот здесь, да, есть какие-то определенные тоже розоватые оттенки, но в сравнении с настоящей розовой палеткой они, конечно же, уже у нас уходят в нюд. И, соответственно, я сейчас вам покажу тоже ее такую бордовую палетку, Noty, и тоже сразу по соотношению оттенков можно понять, что здесь все очень-очень нюдовое. Ну, то есть, видите, даже вот здесь вот, казалось бы, вот как будто бы это такой красноватый, да, вот здесь вот у нас тоже какой персиковый оттенок, но в сравнении с настоящим красным они, конечно же, смотрятся нюдовые. Поэтому здесь мы уже не будем, я думаю, саму концепцию долго обсуждать, мы посмотрим лучше на цвета и на оттенки. Здесь у нас представлены матовые оттенки, такие достаточно носибельные, и я бы сказала здесь, что хорошо, что здесь классный баланс того, что есть и для построения формы оттенки, есть и для углубления цвета, и для стрелочки растушеванные, межреснички. В общем, здесь действительно прям вот хорошая такая история, потому что иногда бывает так, что есть очень красивые сияшки, но не хватает чего-то такого темного, да, и ты лезешь в другую палетку. Здесь с этим все прекрасно. И сейчас я предлагаю уже более детально перейти к свотчам и посмотреть на сами оттенки, чтобы не быть голословными. Давайте изначально начнем, наверное, с матовых оттенков и посмотрим, насколько они разнятся, потому что в таких палетках часто бывает вопрос, вот они как-то немного все-таки похожи, да, и персиковые, и бежевые, насколько это будет отличаться на ваших глазах. Здесь, мне кажется, достаточно такой хороший, приятный баланс. Давайте начнем с верхнего ряда. Начиная с оттенка Stone, Wake. Один из самых темных оттенков, он практически вот единственный здесь, и он, кстати, чуть-чуть так поплотнее вот набирается. И самый светлый, Fair, он очень мягкий, вы видите сейчас, что он даже немножко вот крошится. Сейчас на руке оттеночек Stone, мне кажется, у него так очень красивый подтон, то есть он с одной стороны немножко сероват, немножко лиловый, но при этом сохраняет вот эту пограничность, да, с коричневым цветом, поэтому он будет тоже красиво, гармонично смотреться с нюдовыми оттенками, и он хорошо подходит для такой легкой прорисовки, если вы не хотите углубляться. Дальше мы идем с вами в оттеночек Wake, и что интересно, что у него прослеживается такая легкая теплинка, но когда вы наносите его на, соответственно, ваши глаза, это практически не прослеживается. Конечно, многое зависит от вашего подтона кожи и так далее. Дальше посмотрим самый темный оттеночек, глубокий коричневый, у него как будто немного прослеживается баклажан, и он из них наиболее плотно наслаивается. То есть здесь, если будут возникать какие-то проблемы, то с ним будет проблематичнее всего, потому что он, ну, вот такой немножко может плешивить. Хотя я их все тестировала, на мой взгляд, матовые оттенки достойные, потому что меня готовили к тому, что у Наташи там часто матовые оттенки залипают, их сложно тушевать, а что они пигментированные, вроде бы как неплохо, мы еще с вами тоже посмотрим, но мне достаточно понравилось. Fair, очень классный оттенок. Вот смотрите, он действительно практически идентичен моей коже. Сейчас я его еще куда-нибудь нанесу в сравнение. Прямо давайте вот прям на самый светлый, вот. Здесь он как будто бы чуть лучше виден, но в чем его фишка? То, что сейчас, если он с рукой полноценно так сливается, то когда мы с вами будем, соответственно, у нас уже будет затемнение, у нас будут уголки проработанные, углубления макияжа, этот фейр очень классно, все это нам, соответственно, высветляет. Я очень люблю такие же оттенки, похожие там в роз-кварц в палетке, там есть розовые, похожие, идентичные, и они прям очень красиво подсвечивают макияж, и, соответственно, если вы хотите остановиться только на матовой вариации, то этот оттенок просто на вес золота. Он самый мягкий, он пластичный, он отлично наслаивается, потому что иногда белые оттенки тоже, он не белый, он все равно у него такой, как пудровый цвет. И, соответственно, он в любом случае тоже очень хорошо себя ведет и красиво смотрится. Что я могу сказать про матовые? Они, знаете, немножко как будто бы такие
я бы сказала, как латексные, что ли. Вот такой оттенок есть у нас на самом деле в палетке Noti, потому что там вот эта вся игра латекса и всего запретного. И вот похожий по текстуре, на мой взгляд, оттеночек вот такой, hard, он очень похож по тому, как он видится, потому что это не просто такой глухой матовый цвет, соответственно, вот эти все у нас цвета, а они немножко как будто с легким сатиновым, что ли, отливом. Это выглядит очень красиво, эффектно, я бы сказала, и, наверное, чище на вашем лице. Поэтому матовые оттенки здесь приятные, все похожие, вот темные чуть-чуть поплотнее, и, соответственно, самый светлый fair, он самый-самый мягкий. Но я думаю, что это сильно зависит от цвета, потому что в целом есть цвета, которые сложно воспроизвести, и сложно их сделать, ну, зависит от пигмента, точнее, да, направленности пигмента. Есть цвета, которые очень легки в использовании, и их легко вот вообще на производстве там сделать, никакой проблемы это не составит. И давайте посмотрим еще нижний ряд. Здесь у нас оттеночки вот такие промежуточные, два оттенка, и оттенок, который больше такой, он лососевый, персиковый, но, как мы уже посмотрели, с розовой палеткой он мало чего имеет общего, поэтому здесь не пугайтесь. Сейчас я набираю вот этот лососевый оттеночек, он тоже очень мягкий, вот они все прям латексные, я не знаю, как вам объяснить, такие немножко скользкие, что ли. Вот этот мэш чуть более сухой, вот если его сравнивать, кстати, вот с этим тендер. Начинаем с персикового, такого лососевого, красивого оттенка. С одной стороны, как будто бы уходит в легкую такую персиковую историю, с другой стороны прослеживается и какой-то розовый подтон, но тем не менее он действительно красиво смотрится со всеми составляющими этой палетки. Очень интересный оттенок, и его можно увести во что-то более такое барбишное. В общем, он такой красивый, на мой взгляд, транзитный оттенок. И, соответственно, дальше вот Tender Mesh — это самые, мне кажется, ходовые оттенки, потому что какой бы макияж у вас ни был, чаще всего вы для затемнения используете что-то похожее. Вот опять-таки на этом тендере, сейчас, который потемнее, очень красиво виден этот латекс Huda Beauty, потому что если у вас есть эта палетка, вы поймете. Вот этот оттеночек, он просто невероятно красиво, посмотрите, он выглядит, как будто он сам по себе светится, хотя это матовые оттенки. Я привыкла, что матовые тени, они вот как будто наглухо такие мертвые, некрасивые, неподвижные. А здесь у Наташи Деноны вот какой-то свой такой вот матовый эффект, и выглядит это очень-очень красиво. И вот здесь, что тоже хорошо, он такой у нас относительно светлый, это оттеночек Mesh, и он классно смотрится для того, чтобы тоже, да, какие-то легкие переходы делать, либо легкое затемнение, либо вообще даже как и форму использовать, почему бы и нет. Соответственно, матовые оттенки, как я уже сказала, если быстро так подвести итог, они очень мягкие, они такие какой-то латексный, пластилиновый, такой как будто бы подложки, и, соответственно, отлично тушуются, на мой взгляд. То есть, да, они более пигментированные, конечно, если вы там вообще не привыкли работать, вам будет сложно, но я вот всех этих баек наслушалась, мне так не показалось. То есть, они вполне себе хорошие. Возможно, если сравнивать с Худой, она как будто бы более коммерческая, хотя они это оба очень популярные коммерческие бренды сейчас, но как будто бы с Худой нужно чуть меньше навыков, чтобы ею краситься, но с Наташей тоже каких-то особых там у меня проблем не возникло. И давайте перейдем, наверное, к самому интересному, и это потрясающие сводчи наших сияшек. Я сейчас даже, правда, немножко разрываюсь между тем, называть вам эти сложные оттенки, не называть, дадут ли они вам что-то или нет. Ну, давайте просто запомним, что вот эти три сияющие у нас новые, как мы уже обсудили, и остальные формулы, они плюс-минус повторяющиеся. Здесь есть металлики, здесь есть просто какие-то очень, да, блестящие штуки. Ну, давайте посмотрим. Начнем с верхнего ряда. Это Whisper, Ella и Travertine. Смотрите, Whisper и Travertine, если я не ошибаюсь, они такие достаточно суховатые, это просто такие красивые сатиновые металлические оттенки. Что можно сказать? Здесь нет отдельных блесток, здесь просто вот такой металлический переливы. Whisper, он темнее, у нас здесь он достаточно такой песочный, но когда вы переносите его на руку, то он вообще даже в какой-то немножко такой розовый, да, отлив идет. Сразу скажу, что, мне кажется, такой небольшой какой-то минус, что ли, этой палетки, и плюс, я даже не знаю, в какую сторону и это вообще отнести, вот это качество этой палетки, что здесь многие сияшки, они смотрятся просто фантастически красиво под искусственным светом, вот как у меня сейчас, да, дополнительное освещение, то есть вы просто будете невероятно красивы в офисе, на каком-нибудь мероприятии, но если вы краситесь днем без солнечного света, просто там в зеркало,
вам может все показаться очень скучным и достаточно простым. Хотя сейчас вот даже вот эти металлические оттенки, они здесь самые, я бы сказала, неприглядные в этой палетке. Они вот сейчас тоже смотрятся очень красиво, они прям горят. Посмотрите, ну то есть правда прям очень-очень красиво. Вот эти два оттеночка, соответственно, можно вместе совмещать. Они такие достаточно суховатые на ощупь, но, видите, достаточно кремово выглядят по итогу на нашей руке. И еще в первом ряду у нас рядом с металликами затаился оттеночек Ella. Он у нас немножечко другой, даже если смотреть по описанию, то это Sparkling Foiled Worm. Ну, то есть это что-то у нас такое сияющее и как будто бы более маслянистое, потому что если говорить про эти, то они были достаточно суховаты, хоть и выглядит на руке тоже вот фантастически красиво. Давайте посмотрим. И да, он уже мягкий, и он уже, вот я вот этот оттеночек буду немножечко ругать, оттеночек Muse, потому что он даже выглядит, посмотрите, сейчас по-другому, и с ним сложно работать, потому что он вроде бы как опрессованный, вроде бы как и не сильно пылит, но прям какими-то ошметками набирается, поэтому оттенок Muse, насколько бы он вот не был, да, таким вот красивым и вообще каким-то невероятно русалочьим, с ним сложно работать. И вот этот оттеночек Ella, он тоже немножко, ну, такой, может у вас подпылить. Но что интересно, что Ella как-то лучше спрессован. Вот я посмотрела даже в других палетках, это, соответственно, тоже прослеживается, и сейчас я посмотрю, мне кажется, что это одинаковая, как будто бы формула была написана. Сейчас мы с вами глянем. Ella Sparkling Foiled, а Muse тоже Sparkling Foiled. Вот почему они настолько разные, непонятно. Так, ну посмотрим Эллу, потому что она в первом ряду, она действительно более маслянистая и очень, да, тоже красиво смотрится. Элла у нас с вами вот здесь. Вот такая, немножечко она уже другая, несмотря на то, что Элла, да, написано, что она Foiled, но я бы сказала, что вот эти классические металлики как будто бы более яркие, да. Элла у нас уходит такую в легкую теплоту, рыжевизну и меньше сатина в ней, да, то есть просто такие мелкие-мелкие блесточки, но что мне нравится, что они настолько красиво протягиваются по руке и очень красиво вместе смотрятся, прям, ну, вообще фантастически, и в целом цветовая гамма очень хорошо подобрана. Так, спускаемся с вами вниз на нашу вторую, соответственно, линеечку оттеночков, и здесь у нас вот будет новый, который мы обсудили, Делайла, это что там у нас, по-моему, Glossy, Wet, Sparkling, ну, в общем, вы поняли, все очень-очень красиво, и даже посмотреть, если действительно вот эти новые 3 рефила, которые мы вначале обсудили, они немножко по-другому выглядит и по-другому ощущается. Muse, о котором мы с вами уже поговорили, что он проблематичный, каким бы красивым он ни был, мне сложно с ним работать. И, соответственно, вот этот более темный оттенок. Сейчас мы тоже посмотрим, к какой категории он у нас относится. Он тоже Sparkling Foil. То есть, получается, вот эти оттенки, Ella, Muse и вот этот самый темненький, они у нас по формулам одинаковые, хоть и выглядят абсолютно по-разному практически в рефилах, хотя Ella и вот темные, они действительно похожи. Давайте мы наберем с вами вот 2 одинаковых. Тоже у нас он достаточно такой, я бы сказала, не самый покладистый, немножечко может осыпаться, поэтому здесь осторожнее. И вот Muse самый проблематичный, потому что, ну, просто он хлопьями. Вот я не знаю, с ним сложно, но, конечно, он очень-очень красивый. Он прям, посмотрите, просто сияет даже вот так. Невероятно красивый. Так, и, соответственно, берем самый темный оттенок. Тоже очень красиво, единым цветом протягивается и действительно для углубления будет хорошо выглядеть. Но у него тоже такой относительно теплый подтон, я бы сказала, такой коричневый, вообще очень осенняя палетка. Мне кажется, потрясающе под не только там зеленые, карие глаза будет смотреться. И вот этот самый красивый, вот так он сияет, он, знаете, мне напоминает немножко, во-первых, Капеллу от Chic, он мне напоминает Bobbi Brown Moonstone и Space Cowboy от Urban Decay, только если говорить про эти зарубежные, да, истории, то там подложка минимальная, а вот Капелла шиковская очень даже похожа, но, конечно, там не такое роскошное сияние, потому что здесь гораздо больше вот этих блесток, что ли, на квадратный метр, и красиво выглядит, ну, вообще вот в этих оттенках, которые я вам назвала, я люблю, когда рыжая подложка и вот как будто бы серебряное, не отсюда немножко сияние. Это все вместе смотрится просто фантастически. И сейчас я вам покажу Делайлу, это вот эта новая формула, которую мы с вами обсудили, и что я могу сказать про новую формулу, да и в целом практически про многие отсюда оттенки. Как мы уже поговорили, здесь есть такой минус, что я когда смотрела, когда я красилась не на свету, потому что у меня достаточно мало света в комнате, мне казалось, что, блин, это того не стоит. Ну, то есть в целом я считаю, что цена достаточно окей, потому что здесь очень много рефилов,
рефилов, мы там иногда Bobbi Brown берем, да, за 3000 рублей, вот такую маленькую штучку за 3500, а здесь ты берешь даже там у перекупщика, наверное, тысяч за 7, за 8 ее можно будет взять, как бы здесь много оттенков, они хорошо подобраны, современные формулы, ну как бы ладно, если вам нужна большая палетка, берите, но иногда я вот смотрела под каким-то освещением, и я понимала, что, блин, это выглядит очень дешево и не цепляюще, ну то есть не то чтобы дешево, я не сказала бы, что у тебя там палетка Наташи Динон на глазах. И вот, к сожалению, про вот эти новые оттенки, мне кажется, это чаще всего можно сказать. И сейчас мы буквально поставим с вами эксперимент в режиме реального времени. Я покажу вам в зависимости от цвета, насколько сильно отличается качество теней и то, что вы скажете в обзоре. Красиво, некрасиво. Вот давайте посмотрим на свету. На свету все это, мне кажется, фантастически. Смотрите, как красиво все это сияет. У нас тушевка просто нереально мягкая, красивая. Хотя я сразу скажу, что на камере тушевка передается как-то просто отвратительно. Ну, то есть, если в жизни ты смотришь, вроде бы все хорошо, на камере все погрешности, которые в жизни вообще незаметны, они прослеживаются. Соответственно, здесь все вот просто красота. Я бы вам сказала, ребята, берем самые красивые спарклы и блески на планете. Но стоит нам уйти буквально в тень, например, вы приходите в офис, и вот таким образом выглядит ваш макияж. Сказала бы я, что сейчас на глазах у меня какая-то дорогая сияшка, невероятно красивая, которая вам очень сильно нужна, наверное, нет. И вот тоже, видите, вот немножко погрешности моей тушевки, они видны. Хотя в жизни вы бы это абсолютно не заметили. Просто камера это все очень контрастно подчеркивает. Вот, соответственно, как бы тут большая разница. Поэтому, когда вы смотрите обзор, тоже обращайте внимание. У нас огромное количество света, и вам все выглядит вот так красиво и однозначно. Потрясающе. Но в жизни-то может и так смотреться. Вот, поэтому я бы не сказала, что этот оттенок какой-то прям мега блестящий, мега красивый, просто обычная стандартная сияшка. И вот если посмотреть на этот новый вот оттеночек, да, у него, соответственно, цветовая подложка чуть меньше, как будто такая легкая дымка, но больше блесток, которые как будто бы вот не единым потоком идут, да, если сравнивать у нас вот с этим оттенком, либо с этим, вот этот больше сатиновый, этот больше в яркую, да, историю идет, а этот такие вот как будто бы чуть отдельные блески, но за счет этого именно красиво это смотрится все при солнечном освещении, при искусственном, вот такая какая-то легкая дымка, которая переливается у тебя на глазках, и, в общем, все это красиво в итоге выглядит. И, соответственно, сейчас нижние два оттеночка, у нас вот осталось два оттеночка Мия, которые все просто невероятно хвалят, потому что он такой розовый, нежный, он прям подсвечивает ваш взгляд, особенно если вы во внутренний уголочек его добавите, и дальше идет шин. Мия, конечно, очень красивая. У меня сейчас много блесток на руках, поэтому ее будет сложно отличить. Да нет, не сложно, вот, видна она. У нее, знаете, вот она, если смотрится достаточно розовой в своем рефиле, то она на руке как будто бы уходит, наоборот, во что-то холодное, во что-то такое нейтральное. Вот, поэтому я бы не пугалась и ее розового отлива. Он просто симпатично смотрится в совокупности с чем-то другим. И дальше оттеночек Шин, вот он тоже очень какой-то, я бы сказала, обычный. Вот нам сказали, что это какие-то новые формулы, но не такие уже они, какие-то глосси и все прочее, да. Но все равно выглядит достаточно красиво. То есть цветовая подложка, как мы уже обсудили, у них маленькая, но при этом большое количество блесток. Переходим уже непосредственно к макияжу. Мы с вами накрасимся. Я думаю, сделаем один глаз там в определенном стиле и другой немножечко другие оттенки, чтобы побольше рефилов задействовать конкретно вот в прямом эфире в реальном времени. Но, несмотря на то, что мы сейчас будем краситься, я уже ходила с этой палеткой. Наверное, 2,5 недели я делала порядка там 3-5 макияжей. 3 я точно сфотографировала, я вам их покажу. Что я заметила? Ну, первое, что я уже сказала, еще раз повторюсь, что на свету все это выглядит гораздо интереснее, чем в жизни. Поэтому если вы берете палетку для того, чтобы сидеть в офисе, в темном помещении, наверное, она не покажется вам настолько интересной, какой она может казаться при солнечном свете, либо при искусственном освещении, если вы выступаете на сцене, или у вас просто классный свет стоит в офисе, либо в комнате. Не так сильно видна разница между всеми этими рефилами, потому что, когда я красилась, я вот люблю там в ярких палетках делать какие-то переходы из одного оттеночка в другой, все это перетекает, и вот так красиво. И вы знаете, например, вот этот Whisper, да, и Travertine, они как будто
будто бы похожи выглядели у меня на глазах, и каких-то сильных переходов не получилось. И в целом я сейчас просматривала галерею, смотрела на все 3 этих макияжа, и как будто бы они вот сильно друг на друга похожи, хотя я задействовала абсолютно разные вариации. То есть если там посмотрим первый макияж, то он у меня был основан на вот этих темных оттеночках и металликах, я еще добавила мьюз посередочку, но я поняла, что в целом это не хорошая затея, потому что он очень плотный, его нужно прям распределять по вашему свежему, готовому к этому веку. Если уже есть какие-то оттенки, это достаточно сложно, он просто какими-то как фольгой ложится сверху, это некрасиво, все залипает, и, в общем, я его сверху как топпер не советую, потому что обычно такие очень блестящие оттенки я люблю как блик ставить, но вот не получилось. Но при этом вот эти металлики, да, 2 очень красиво смотрелись и достаточно интересно себя вели. Далее я уже решила во второй раз уйти в такую рыжую историю, я использовала оттенки вот этот, да, соответственно, и вот этот, как базу, основу под построение макияжа, и вот этот, основной, самый проблематичный мьюз, и самый красивый, я использовала уже на все наше подвижное веко, потому что он красиво, мне кажется, подстраивается под вот эти рыжие, да, основные какие-то подтоны, которые были у меня в матовых оттенках, и, соответственно, очень хорошо он себя повел, красиво, и вы увидите тоже, как он сияет, просто невероятно, он и на руке очень красиво сиял, и на глазах тоже очень симпатично, не могу отделаться, что он очень похож на всю эту шиковскую, Бобби Браунскую и так далее историю, то есть прям что-то есть вот в этом, какой-то ДНК прослеживается. И в третий раз я для вас сделала уже более спокойный макияж, его можно было еще больше успокоить, если бы я не добавляла блесточку, но решила, что так будет более празднично и наглядно. Если мы говорим про стойкость, то здесь было достаточно интересно, потому что первый раз, когда я использовала металлики, когда я использовала вот этот мьюз, который у меня как-то не очень красиво лег, и в целом я думала, что, знаете, у палетки Наташи Денон, наверное, должно быть очень хорошее качество, да, с точки зрения того, как это все держится, но, к сожалению, первый раз мой макияж сильно очень пострадал, если говорить про вот эту область нашего глаза, там, где понятно, что больше всего у нас мимика и все прочее, как-то прям проплешинами. В общем, мне это не понравилось, но я тогда действительно не могу сказать, что очень ответственно подошла, наверное, я не до конца все это распределила и не сильно такую хорошую капитальную подложку сделала. И небольшой флеш-обзор, как ведут себя тени, когда вы проходили с ними целый день. Я красилась примерно в 3 часа дня, сейчас уже 11 ночи, то есть да, они были достаточно долго, но они были на подложке Art Deco, то есть это такая проверенная база, которая всегда очень хорошо себя ведет. Поэтому сейчас я не понимаю, что произошло. Сейчас я вам покажу. Вот этот глаз, все с ним в порядке, он не скатался, интенсивность та же, блесточки не опали, то есть все прям выглядит идеально, я абсолютно не поправляла макияж. Но с этим глазом произошло что-то просто ужаснейшее. Видите вот эту проплешину? Это даже не то, чтобы скаталось, оно просто как будто бы у внутреннего уголка глаза тени пропали. Причем, когда я красила, то есть я точно там все было хорошо. Я не знаю, с чем это связано, возможно, здесь как-то я лучше распределила подложку, хотя у внутреннего уголка здесь тоже немножко есть небольшие проплешинки, но терпимо, то есть мы целый день с макияжем, я все понимаю, я его не поправляла, как бы окей, но тут прям что-то очень печальное. Надеюсь, что это не тенденция этих теней, а просто что-то пошло не так в этот раз. Во второй раз, когда я уже понимала, что есть проблемы с этим, и если мы не подготовим века, то у нас будет как-то все не очень хорошо, потому что я так расстроилась, думаю, блин, такая красивая палетка, и вроде так сияет, но сияет только на солнце, и все скаталось, и как-то, блин, что вам советовать, не советовать, ну, в общем, вы знаете, когда душа хочет посоветовать, а на деле ты видишь как-то иначе, я решила, что я буду более внимательна, я нанесла, соответственно, такую хорошую капитальную базу консилера, я потом нанесла все равно тоже базу под тени, хотя можно либо то ли другое, но я решила улучшить, соответственно, его стойкость, и это сработало. То есть во второй и в третий раз у меня очень хорошо продержался макияж, я гораздо дольше с ним была, чем в первый раз, ничего не скаталось, блески не сыпались, все прям выглядело хорошо. Поэтому здесь про стойкость сразу могу сказать, что я настоятельно советую вам делать либо такую плотную базу из консилера, либо, соответственно, хорошо так проходиться вашей базой под тени, и не просто тяп-ляп, а, соответственно, сильно так все проработать, внимательно, детально, чтобы ничего не пострадало. То есть вот у меня было такое тестирование, но пробовала различные варианты, и вроде бы как, наверное, скажу, что стойкость хорошая, но нужна проработка. Поэтому мы с вами сейчас накрашены.
Я, конечно, с двумя разными глазами никуда не пойду, но тем не менее давайте все равно отнесемся тоже серьезно к этому. Я принесла вам базу под тени от Art Deco. Я ее люблю, она хорошо себя ведет. И в каком-то видео я уже, по-моему, говорила вам, что подскажите мне какую-нибудь новую базу. Я что-то одну и ту же использую, а хочется чего-то новенького. Соответственно, я консилер тоже немножко протянула, но мы с вами еще сейчас базу тоже распределим полноценно. Прям не бойтесь, потому что это хорошо скажется на стойкости. Вот прям вот здесь, везде, где вы будете использовать ваши сияющие оттенки, лучше протяните. И давайте начнем уже наш макияж. Сделаем один глазик, я думаю, потемнее, и второй посветлее. Первое, что мы делаем, это задаем форму с помощью наших матовых оттенков и посмотрим как раз-таки, насколько они легко тушуются, залипают или не залипают. Я предлагаю сделать прям, наверное, достаточно холодный макияж первый, да, и потом уже, возможно, мы чуть-чуть добавим теплинки. Берем оттеночек Stone и начинаем прорисовывать такую вуальную форму. Смотрите, на мой взгляд, все выглядит прям достаточно хорошо. То есть он так тенью оттеняет, задает форму нашему глазу, делает более глубокий выразительный взгляд. И, по-моему, даже не залипло. Несмотря на то, что под цветом, честно, сложно все это вырисовывать. Давайте сейчас с вами возьмем оттеночек Tender и потом оттеночек Mesh. Все это еще дополнительно проработаем. Оттенки хорошо втушевываются друг в друга, и как раз за счет этого сатинового финиша, мне кажется, что прям очень интересно выглядит исполнение матовых оттенков в палетке у Денона. Добавим немножко теплого оттенка, углубления, и потом уже будем делать затемнение темным. И оттеночком Mesh, который вот у нас такой легкая светлая розовинка, немножко прохожусь по границам, чтобы все это в единую картину свести. Ну что, задали вот такую небольшую цветовую подложку. Мне кажется, что немножечко вот тут у меня все-таки чуть-чуть залипло. Я никак не могу это все исправить. Я просто и беру этот оттеночек, дополнительно как-то его прокладываю, но все равно исправить достаточно сложно. Будьте с ним, пожалуйста, поосторожнее, потому что все-таки, если вот смотреть при очень хорошем освещении, немножечко он так подзалипает, и уже форму как-то сложно выправить, хотя вот сейчас как будто бы стало чуть лучше. Так, соответственно, у нас форма построена, и мы сейчас начнем ее заполнять уже непосредственно какими-то сияющими историями. Самый красивый сияющий оттеночек Muse, потому что, ну, он, мне кажется, должен прям идеально у нас выглядеть. И вот, смотрите, какое это, конечно, роскошное сияние сразу же. Мы его заводим чуть выше, во-первых, чтобы все какие-то погрешности тушевки небольшие, да, с вами заполнить, и просто чтобы он вот так красиво у нас все это подсвечивал, потому что мы с вами хорошо проработали веко, и ничего не должно скататься. Я уже очень долго так ходила. Должно быть прям очень красиво. Ну что, вместе, конечно, все это выглядит невероятно красиво. Если вам не нравится, да, когда вы заводите блески прям до самого верха, то вы можете только на подвижном веке остановиться, но мне кажется, так выглядит тоже просто очень роскошно и красиво. Этот оттеночек, конечно, при искусственном освещении прям вообще любовь сильнейшая. И давайте здесь, наверное, что-то более нейтральное сделаем, поспокойнее, чтобы прям вот так, обычный стандартный макияж на каждый день, который всем вам подойдет. Берем оттеночек Mesh, им прорисовываем основную форму. Далее давайте возьмем немножко вот этот розовый цвет лосося. Берем оттеночек Fair и им заполняем основную область нашего века. Соответственно, смешиваем два цвета, потому что вот у нас по окружности, да, идет розовый оттенок, он задает форму
И за счет Fair мы все это друг друга втушевываем. И сейчас я предлагаю взять эти два новые инновационные оттеночка, и я как раз на их примере покажу, что, возможно, сейчас что-то изменится, но они не очень сильно отличаются у нас на глазах. Соответственно, Мия у нас будет у внутреннего уголка глаза, и Шин, он расположится на всей объемной зоне. Так, берем Мию и начинаем протягивать. Видите, такой холодный отблеск появился. Легкий холодный отблеск, как будто бы просто мы наслоили блески, а не сам цвет. И сейчас попробуем с этим, да, персиково-рыжим оттенком. Вот не знаю, как передается на камере. Сейчас, конечно, легкий такой персик появился, но не так сильно. Они прям отличаются, на мой взгляд. Практически похожи друг с другом. Конечно, это удобно с точки зрения тушевки, но хотелось бы каких-то больше там разниц в переливах и так далее. И вот даже сейчас, если сравнить, то видно, что, не знаю, ну как-то они грустно как будто смотрятся, нет, такой приглушенный оттенок. Возможно, это лучше на каждый день, но вот мне вот эта формула лично больше нравится, потому что она как-то, ну посмотрите, прям максимально глаз весь сияет, а здесь, ну что-то такое, ну что-то нюдовое, что-то приглушенное, немножко так подсвечивает, и ладно. Даже вот сейчас при искусственном освещении я бы не сказала, что он как-то прям балдежно смотрится. И у нас вот 3 таких оттеночка, заметьте, пожалуйста, они вот по формуле похожи. Вот, ну как-то не знаю. В общем, новые эти штуки меня не особо-то впечатлили, хотя они очень достойно смотрятся. И вот сейчас тоже, да, очень аккуратно и красиво, особенно с матовыми, красиво перекликаются. Но если вы любители более спокойных макияжей, то, наверное, вполне себе. Сейчас я завершу брови, губы, ресницы и вернемся для дальнейшего обсуждения. Ну что, мы закончили наш гламурно-нюдовый образ, и я думаю, что нужно подводить итоги. Во-первых, про функциональность этой палетки. Здесь, наверное, вы сами уже для себя решите, плюс это или минус, но, как видите, макияжи получаются практически идентичны. Вы посмотрели те 3 макияжа, которые я отфотографировала для вас. Мы сейчас сделали достаточно разные макияжи, и все такое приглушенное, нюдовое. Наверное, это логично, потому что палетка так и называется. Но что я могу сказать, что здесь можно сделать как вечерний образ, да, например, вот здесь, если мы еще добавим ресницы, если мы добавим стрелку, мы еще можем более темный сделать акцентный такой, да, макияж, то тогда почему бы и нет, очень красиво, мне кажется, так благородно смотрится, и действительно эти сияшки просто, ну, вообще из космоса видны при искусственном освещении. И можно сделать что-то очень простое. Если вы хотите просто сделать ваш взгляд более выразительным, вы любите какую-то такую спокойную историю, то как раз вот эти новые сияшки для вас, потому что для меня они совершенно какие-то практически нечитаемые. Да, это симпатично, это в таком, вот у нас розовый оттенок, и как будто бы спарклы, как такой легкий иней. Ну, не знаю, я люблю посильнее. Вот, но мне нравится, что здесь все очень аккуратно смотрится, и такой какой-то вайб от Шарлотт Тилбери, вот этот Pillow Talk, да, немножко есть по настроению. Закончила видео, посмотрела, как все это смотрится на компьютере, и все-таки совсем загрустила, потому что вот этот глаз, который у нас нюдовый, он все-таки сияющий, что я и вам и говорила, что он, вот если при не самом лучшем свете, он выглядел прям очень по-простому там, ну этот и так у нас сияет, да, даже видео, вот, но этот оттенок при особом освещении все-таки, конечно, вот видите, просто миллион искорок у нас идет, но, к сожалению, это не всегда так смотрится. Палетка достойная, наверное, с учетом, сколько я долго прорабатывала здесь углубление, этот темный оттенок все-таки немножко сложноват, но в целом, мне кажется, сейчас все выглядит достойно, симпатично и вполне себе неплохая палетка. Кому я могу ее посоветовать? Конечно же, если вы дикий фанат Наташи Деноны, здесь все хорошее, то есть я не могу сказать, что здесь какие-то там оттенки не очень, то что вот, например, в худи есть оттенки, которые вообще плохо выглядят, плохо наслаиваются, еще что-то, да, несмотря на то, что это мои любимые палетки, здесь все оттенки рабочие. Насколько они разные, решайте сами. Насколько они вам нужны, тоже решайте сами. Если вы фанат Наташи Деноны, если вы фанат нюдовых макияжей, потому что, ну, играться можно долго. Вот хотя здесь, да, тоже опять-таки хочу обратить внимание, Мия, розовый, который такой, и вот здесь вот этот Шин, по-моему, если не ошибаюсь, да, который с рыжеватым подтоном. Но вы видите сильно разницу?
я практически нет. Вот, поэтому, конечно, можно там напридумывать себе миллион разных вариаций, можно и там затемнение менять, и основные спарклы по-другому располагать, и за счет каких-то дополнительных цветов, там подводки и все прочее, как-то это все визуализировать, но, тем не менее, это нюдовая палетка, она так и называется. Поэтому, если вы любите нюд, вот миллион одинаково похожих блестяшек, сияшек, и берите. В принципе, по формулам действительно оттенки разные, то есть есть сатины, есть яркие очень блески, есть блески, которые нужно протягивать, такие, да, маслянистые спарклы, есть вот что-то такое сатиново приглушенное, поэтому, наверное, с точки зрения разнообразия именно текстуры, формул, зачет, интересно, и, соответственно, по нанесению я бы сказала, что это такая хорошисточка, то есть вполне себе хорошо держится, вроде бы как и не пылит, кроме там одного оттенка, да, и хорошо носится, если подготовить вашу кожу. Поэтому мне многие писали в Телеграме, кстати, пожалуйста, если вы еще не подписаны на Телеграм, то подписывайтесь, это очень важно, там интересно, много всего нового, и вообще я все в первую очередь рассказываю там, и как раз там у меня много кто спрашивал, нужна ли им эта палетка, заказывать ее или нет, то здесь, друзья, делайте выбор сами. Если вы спросите меня, что я буду делать с этой палеткой, я ее оставлю, потому что это моя первая палетка Наташи Динона, и мне там нравится сравнивать формулы, она в целом очень достойная, у меня нет нюдовой палетки, и она хорошая. Но если вы там откладываете на нее деньги, если у вас много нюдовых палеток, и вы там не адепт нюда, потому что если вы обожаете нюд, вообще берите, она достойна, хорошая. Но если это чуть ли не последние деньги, если вы ждете чего-то революционного от нее, то нет. Это такая хорошая универсальная рабочая лошадка. То есть, например, если у вас есть много каких-то бестолковых одиночных рефилов, выбрасываете их, берете эту палетку, разбавляете ее какими-то своими любимыми спарклами, теми же самыми, да, и используете. Потому что в целом, в любом случае, вот эти матовые оттенки, они, мне кажется, пригодятся в любой косметичке, потому что хорошие матовые, которые не будут и в розовый уходить, которые не будут уходить в какой-то теплый очень сильно подтон, в коричневый, именно вот как каштановый, да, как вот в ноте. Такие оттенки редко встретишь. И мне понравилось, что матовые оттенки интересны, они такие сатиновые. Поэтому что? Давайте подводить итог. Я поставлю этой палетке, наверное, такую хорошую 4 с плюсом, но было бы странно, наверное, ждать от нее что-то космическое и запредельное, потому что я, например, очень хочу настоящую Беверли Хиллз Космос попробовать, мне прям очень понравилось, как с ней макияжики симпатичные получаются. Вот. Но здесь как-то, не знаю, я даже немножко подрастроилась, потому что, честно, я смотрела очень много обзоров, я смотрела и иностранные обзоры, и девчонки наши рассказывали, и все как-то в диком восторге. Ну, я не знаю, вроде бы она и рабочая, а вроде бы и обычная. Наверное, я уже слишком сильно избалована пирожок, и мне уже как-то сложно меня удивить. Но, тем не менее, я ее оставляю, буду ей пользоваться, потому что, ну, вот, очень-очень красиво и достаточно неплохо все это выглядит. А вы напишите, пожалуйста, какой, во-первых, макияж вам понравился больше. Вам нравится такое более драматичное исполнение, либо вам нравится такое очень спокойное нюдовое исполнение. И что вы думаете про эту палетку? Это как бы тоже must-have, не must-have. Берем на последние деньги, не берем. И вообще впечатлила она вас или нет, и хотели бы вы ее в свою коллекцию. Или, возможно, она у вас уже есть. Если вы дикий фанат Наташи Динон, тоже напишите, насколько она проигрывает предыдущим палеткам именно по исполнению или выигрывает. Мне это тоже будет очень интересно, а главное полезно почитать. А мы с вами прощаемся совсем ненадолго. Новое видео уже будет совсем скоро. Спасибо огромное, что вы провели это время со мной на моем канале. Я надеюсь, что вы подписались не только на этот канал, но и на остальные. И мы с вами совсем скоро уже увидимся. До новых встреч. Целую, пока.